Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня с вами приготовим грибной согревающий суп. На улице сыро и холодно, и хочется чего-то горяченького. Нам понадобятся грибы. У меня 250 грамм вешенок. Они наиболее приближены, на мой взгляд, к запаху лесных грибов. Если у вас есть лесные грибы, это будет намного вкуснее. Еще у меня килограмм обрезанных ребер. По большей части это грудинная часть свинины. И если у вас есть баранина или говядина, можете, конечно, использовать то, что вам больше нравится. Далее нам понадобится 3 картофелины, 2 луковицы средних, 1 морковь, пучок зеленого лука и укропа, брикетик быстро разваривающейся вермишели, столовая ложка соли, пол чайной ложки перца горошком и лавровый лист. Итак, давайте приступим к приготовлению. Друзья, у меня в кастрюле налито 3 литра воды. В нее я выложила килограмм ребрышек. Я выкладываю на данном этапе всю соль и жду, когда появится пена. Как только появится пена, огонь убавляем и избавляемся от пены, чтобы бульон был прозрачным. Друзья, вот видите, пена уже поднялась. Огонь я убавила. И теперь потихонечку... Мне удобно ложкой. Я пену убираю в одно место и вот так вот ее убираю. Поднимем мясо с дна кастрюли, там еще тоже осталась пена, и соберем ее. Друзья, вот смотрите. Пену я по большей части сняла, но бульон еще не прозрачный. Что мы делаем? Я добавляю в бульон 1/3 часть моркови, поделила ее на четвертинки, вот на такие, смотрите, вот 4 штучки от одного кусочка. И добавляю луковицу, которую я разделила ножом на 4 части, чтобы лучше выходил сок в бульон. Дальше добавляю лавровый лист и перец. Все это слегка размешиваю. Закрываю кастрюлю крышкой и буду томить на маленьком огне 1,5 часа. Друзья, пока варится бульон, нарежем овощи. Луковицу разрежем на 4 части и нарежем тонкими слайсами. У нас с вами, вы помните, осталась не целая морковь, потому что 1/3 часть моркови мы добавляли в бульон. Теперь оставшуюся часть разрежем тоже на четвертинки и нарежем слайсами. Вот так. Нарежем вешенки. Освободим грибочки вот от этой части. Она будет жесткая, и ее использовать не нужно. Все, грибы освободили. Нарезаем мелкой соломкой. Вот такими кусочками я нарезаю грибы. Картофель я нарежу обычным брусочком. Делю картофель пополам. Потом на продольные части где-то сантиметр шириной и поперек. На сковороду немного налила растительного масла и добавляю лук. Доведу лук до прозрачного состояния. Друзья, лук уже
стал прозрачным, кое-где даже золотистым. Добавляю морковь. Перемешиваю и добавляю грибы. Грибы перемешаю с морковью и луком. Немного подсолю, чтобы из грибов выделился сок. Перемешаю. В грибы добавлю укроп. Перемешаю. Друзья, вы помните, мы добавляли в бульон луковицу и морковь. Они уже отдали свои вкусовые качества нашему бульону, и теперь надо их достать. Теперь в бульон я выкладываю нарезанный картофель, добавляю грибы, размешаю суп. Еще, друзья, у нас с вами остался последний ингредиент – быстро разваривающаяся вермишель. Я ее вот так вот беру и просто мну руками, чтобы она не слишком длинной была в супе. Размешаю суп и буду варить его до готовности вермишели и картофеля. Друзья, за пару минут до готовности супа добавлю зеленый лук. Дам супу закипеть 1 минуту и закрою его крышкой и выключу. Друзья, суп настоялся 15 минут, и теперь его можно наливать в тарелочку. Друзья, ну вот суп готов. Он такой ароматный, запах на всю квартиру. Сейчас идет сезон грибов, поэтому пользуйтесь возможностью. Этот суп особенно ароматен с лесными грибами. Говорю, аж слюнки текут. Всем приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Ешьте полезную, разнообразную пищу. Всем успехов. До новых вкусных встреч. И пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.